Всем привет, это новый эпизод «Орел и Решка». Вот мы, едем в невероятное приключение в Москву. Вот. У нас тут водитель везет. Так. А что мы тут делаем? Надо сейчас малому написать, чтобы бабла на телефон закинуть. Бабла на телефон. СМС-кой или ММС-кой? У него есть банковское приложение. Тут мой номер российский не снимать не надо. Я твой номер не снимаю, я твой телефон не снимаю. Лентран, так и так далее. Водят точно. Или завтра доедем. Я как оператор Топ Гир. Я вот залег в уголок и снимаю теперь. Джереми Кларксон, куда мы едем? Это мое логово. Знаете, вот есть бомжи, которые живут на улице, а есть элитные бомжи, которые живут в багажнике. Есть в сумке. В этой. Ой, блин, у меня же там журналы есть. Ух ты, божечки. Рим, вообще офигеть. Извини. Я тут так старался, камеру там размещал. Извини меня, прости меня. Ну ладно, на этот раз прощай. Да, спасибо. Держи. Смотри, магазин ручек. О, ваша ручка, сэр. Это как продать ручку. Берешь и такой, вы хотите там что-то написать? Ты что там, реально смс-ку пишешь? Пошли ловить голубя. Нам нужно... Ты коробку мою выкинул. У меня была коробка от пылесоса. Она почти до Москвы доехала. Вот я забыл ее выкинуть из багажника. Ну что с ручками, да. Что с ручками? Они тут со мной путешествуют. Стрим свой. Мой стрим все еще идет. Я тут полезу что-то со своим. Ну, ладно. В общем, что они пишут? Мол, если ты зеленый, да? А потом вдруг... Джун. Не-не-не, я имею в виду за окружающую среду такой, типа, борешься. А потом вдруг узнается, что ты не такой и зеленый. Вот. Ты совсем даже коричневый. Вот так вот даже, коричневый. Да, фашик, да. То насколько изменится твое отношение к человеку? Ну, или компании, или вообще, в принципе. Но они говорят, что, мол, если ты был настоящий зеленый, это была твоя инициатива стать зеленым, да, собственная, и ты не присваивал ничьих заслуг, то ты вообще вот в безопасности. Есть такой частичный гринвошинг. Ох. Вот такой целый термин, гринвошинг, да? Отмывание зеленых? Да. Ну, короче, ты типа говоришь, что ты совсем зеленый, это твоя инициатива, но ты говоришь, типа, я зеленый, но такой, типа, на словах. И приписываешь чужие заслуги себе. Например, там, типа, Тесла там запустила электромашины, и ты такой, а мы в BMW тоже делаем электромашины. Вот. То это частично гринвошинг, и типа люди к этому так нейтрально относятся. И полный гринвошинг, да, когда ты говоришь, ну, мы вообще зеленые, и там уголь вообще кидаешь в топку, вообще там палишь деревья, рубишь направо-налево. И это твоя инициатива врать, да? Тогда люди вот просто могут тебя бойкотировать. А ладно. Да. Но это все работает в Европе, короче. А знаешь, что происходит в России? Угадай. Он говорит, да нормально все. Да они говорят наоборот, ну, типа, если ты прям соврал, они такие, блять, они соврали, они такие дерзкие. Прикольно, да? Да, вообще такие пацаны.
Вот, короче, в России наоборот работает. То есть, если в Европе компании узнают, что она там на самом деле не зеленая, как с Volkswagen, то и гомон. Вот, а если это в России, то еще, возможно, даже репутация подрастет. Таких дерзких ребят, таких вообще. Вот такая вот странная ситуация. Порядочных компаний в России не любят. Ну, так уже не это. Ну, не настолько, но идею ты понял. Да, я понял. Я вот не понял, что куда я карточку. Чуть не это. Ну, еще тут что не все компании хотят быть айтишными, продвинутыми. Слава богу. И цифровые сервисы не то. И, например, заводы, которые пытаются стать цифровыми, они обычно... Дохнут. Ну, да, у них что-то не то. То есть, скорее всего, из-за менеджеров и руководства. То есть, они как бы эти технологии сбоку припекут такие, типа... Либо гипероптимистичны, что сейчас мы там внедрим и пипец вообще. Как бы им не хватает спецов, понимаете? Можно занять этот рынок. Приходите на завод и говорите, сейчас мы тут все автоматизируем. Как говорил Димыч. Он все время так делает, как-то там пальцами так. Я так не умею. О, вот тут, кстати, хорошая штука. Это все еще журнал Business Harvard Review, и я просто его читаю. Чего ждут от компаний? Интересно уже? Что ждут от компаний? Я даже не анонсировал, о чем статья была. Ну, тут табличка красивая. Сейчас найду. Вот, короче. Facebook, Boeing и многие другие компании теряют доверие общества. А почему Boeing теряет? Я не думал, что Boeing теряет. Можно ли восстановить испорченную репутацию? Ну, в общем, статья про обманутые ожидания, она прям длинная, очень много там доказательств, всяких таких вещей. Вот, ну, короче, исходя из этой темы, чего ждут от компаний? Вот, есть некие категории, например, стейкхолдеры, это какие-то клиенты, сотрудники, инвесторы, общество. Есть экономические ожидания, юридические ожидания, этические ожидания. Вот. Так, собственно, от компаний клиенты, экономические ожидания — это предоставление товаров и услуг, улучшающих их жизнь. Вот, клиенты компании хотят что-то, что улучшит их жизнь. Юридические — это другое, да, это какие-то типа бизнес и пэшники, да. Соблюдение законов о защите прав потребителя и отраслевых стандартов, да, то есть если ты делаешь что-то так хуже всех, то ты никому не нужен. И этические — выполнение взятых на себя обязательств. Так смотри, так мы как, когда мы были подрядчиками, да, это было важно, да. Да. А как мы стали сотрудниками, нам насрать, да. Ну да. Да, вот видите. Хотя в нашей ситуации нет. Ну, в нашей нет, но в целом Да. вы поняли, да, если вы клиент компании, да, и вы подрядчик, то выполнение взятых на себя обязательств — это важно. А если вы просто сотрудник, то Ну, в принципе, да. Как всегда. имейте в виду, вот. Дальше этические ожидания клиентов. Раскрытие информации о рисках, исправление допущенных ошибок, компенсация ущерба. Но опять же, если вы сотрудник, вам... Вот, как раз дальше идут сотрудники. Как я их забежал вперед. Ты красавец. Да. Экономические ожидания сотрудников. Обеспечение достойных условий труда. Зарплатка. Юридические ожидания. Соблюдение трудового и антидискриминационного законодательства. Вот, короче, просто соблюдение законов Трудового кодекса. И что? Этические ожидания. Обеспечение безопасных условий работы, гарантия занятости. Справедливое отношение ко всем. Но справедливое отношение ко всем в компании не может быть. Вот, потому что все мы разные. Каждый из нас личность. Вот. Поэтому справедливости не существует, запомните. Инвесторы. Да, вот интересное тоже. Что же от компании ждут инвесторы? Окупаемость неплохо. Управление рисками
Ну да, то есть инвесторы как бы свои риски переложили на голову компании, такие, фух, наша голова больше не болит, наши деньги в безопасности. Так вот, юридическое ожидание — это выполнение фидуциарных обязанностей. Что это такое фидуциарный? Какой? Фидуциарный. Федуциальный, может? Фидуциарный. Не помню, но что-то знакомое. Отлично. Контекст. А я не знал и обязательств. Обязательства фидуциарные. Забыл. Отлично. Короче, юридические ожидания, раскрытие значимой информации. Короче, этические ожидания инвесторов от компаний. Контроль действий сотрудников, отказ от инсайдерской торговли и сделок с заинтересованностью. Но вот это, кстати, не факт, да? То есть я могу же быть инвестором в двух компаниях похожих. Ну и как бы это мои активы, я буду защищать обе компании. И инсайдерская информация от одной компании может легко идти во вторую компанию. Ну, блин, если бы я был таким инвестором, я бы, наверное, как бы так делал. Вряд ли я бы там такой, ох, божечки, я расскажу этой компании о своей другой компании. И это неэтично. Не. Деньги есть деньги. Общество. Чего ждет общество от компании? Создание рабочих мест и экономическое развитие. Ну, на самом деле, вот прикинь, вот General Motors. Я всегда вот сидел и думал, вот прикинь, вот компания там, никому нахер не нужны машины, вот, просто никому. Вот они их понаделали вот столько, что еще 100 лет могут ими торговать. Ну, да. И рабочие такие, мы хотим работать и производить машины. Конечно. И ты такой, типа, алло, машины уже никому не нужны, иди найди другую работу. Че, говорит, не, родной. Не, родной, обеспечивай рабочие Ты нам места. обещал? Будь любезен. Да, но это так тупо. Наверное. Ну, блин, ты произвел, вот у тебя была цель компании произвести 100 миллионов машин. Ты произвел 100 миллионов машин, сказал, все расходимся, цель достигнута. Да. Но это странно, то есть, если ты понимаешь, что компании ты не нужен, и ты такой, я все равно хочу у вас работать, но это странно. Ну, как по мне, по крайней мере. Вот, ладно, общество, еще второй пункт. Удовлетворение важных потребностей. Мне просто темно, я не вижу просто, что написано. Я не могу никак включить, потому что тут как бы нету лампочек, потолок стеклянный. Что? Чего? Ладно. Дальше. Юридические ожидания общества от компаний. Соблюдение местных и государственных законов. Ну, нормально, да. Сотрудничество с регуляторами. Ну, поскольку, по-моему. Этические ожидания общества от компаний. Забота о здоровье людей, состояние окружающей среды и благополучие местных сообществ. Может, как работает интернет, кстати. Вот тебе важно местные сообщества? Местное сообщество? Чего? Ну вот, например, ты делаешь машины. Насколько тебе важно местное сообщество, которое рядом с заводом находится? Могут испалить. Ну, в принципе, да, могут испалить. То есть, если могут испалить, тогда надо думать о них. А если не могут, то пофиг. Ладно, и второе этическое ожидание общества от компании — это формирование новых отраслевых стандартов. Ну, это, кстати, норм. Это я бы ожидал. Если большая компания, пускай что-то вкладывает в развитие всего. Ну, в принципе, и инфраструктурные проекты. А только они и могут сделать инфраструктурные. А кто сделает? Маленькая компания, там, рога и копыта. В общем, тут интересные статьи есть в этом Business Harvard Review, я все его еще читаю. Вот, например, следующая статья сразу же идет. Лидер и его репутация. Да, сразу так прям бум! Вот это можно было бы с Игорем, конечно, обсудить. С кем? С тобой. О чем? Про лидера и его репутацию. Это я записал, кстати. Как связаны между собой справедливость, добрые намерения и влияние. История 5 гендиректоров. Я, кстати, вот тоже хотел. У меня есть знакомые гендиректоры, они там такую чухню пишут в своих статьях.
Ну, ты знаешь... Они такие, типа, мы такие классные. Ты такой читаешь... Вас никто не любит, да? Читаешь и думаешь, блин, чувак, расскажи правду. Вот. Как ты добился этой должности, если ты такой классный? Да, он просто такой, знаешь, типа школа, потом какой-нибудь вуз, а потом я гендиректор. Ты такой, так, где-то здесь промежуток здесь потерялось Кто-то что-то. тут врет, да? Да, где-то что-то не склеивается. Вот сколько я не знаю вот этих закончивших универа, то есть гендиректором не каждый второй становится. Даже не каждый первый. Вот. Дальше... Даже... Да. Дальше есть интересная статья. Вот, ну, мне название нравится, да, то есть вот редакторы всегда стараются. Они такие прям хочет. Ты открываешь такой, прям хочется читать. Ты такой, блин! Редактора, да. Я пока тебя отключил Откуда? от зарядки. Так, блин, он зарядился уже давно. Так, в общем, следующая статья называется «Как мозг решает, кому верить». Данные нейробиологов. А знаете, что мозг вообще не понимает, кому верить, кому не верить? Мозг может сам себя обманывать. Он может придумать там сон и поверить в него, что это так было на самом деле. Вы такие проснетесь, такие, блин, у меня такой опыт был, интересно. Вот. Вы не сможете отличить реально. Я привез с роуминга, да? Когда? Как это называется? Я тебе, кстати, могу на этот раз шарить. Зачем? Ну, ясно. Ну, ты можешь написать Оле и все. Я уже написал. Я всем, кому нужно, уже написал. Вот. Свечку нельзя. Кстати, интересная статья, про которую я читал. Воу. Вижу. Я аж испугался. Мы так раз, и у меня просто фундамент из-под ног уехал. Да ладно, я ж так не горцую, как ты. Как коник. Я нежно, аккуратненько. Лошадка. Нежно. Еду в Магадан. Вот, о, прикольно. Мне так иногда подсвечивает лучше. Вот, тут была интересная статья про то, как чем грозит безудержное, правильно? Безудержное. Чем грозит безудержное новаторство? Мне, кстати, неудобно читать из-за брекетов. Вот, идея как ты, вот не читая статьи, как ты думаешь, чем? Ну, на самом деле ты не можешь оценить риски, как повлияет твой продукт на рынок, как он повлияет на то, что у тебя уже устоялась компания. Я думаю, ты не можешь просчитать просто риски. Ну, то есть, если ты просто постоянно у тебя бурлит, горит жопа огнем, то шанс того, что ты обосрешься, это 50/50, как в казино играть. Ты знаешь, я думаю, здесь такой вариант, как опередить время, да? То есть ты настолько инновационен, да? Что, во-первых, раз, любая инновация это дорого. Два, не всем она понятна. Понимаешь? Инновация не всем понятна. Ну, твой инновационный продукт все такие, ну да, и чё? Помнишь, как вот все в свое время крипту сравнивали с автомобилем, да? То есть, когда только появились автомобили, все думали, да ну нахер, за такие бабки я лучше себе 5 коней куплю. Понимаешь? Они еще и дымят и гремят, да? Понимаешь? Где сейчас кони? И, кстати, я почитал где-то статью какую-то, ржал не мог. В Париже была и в Лондоне была большая проблема с навозом конским. Ну, ты представляешь, сколько там было этих лошадей, да? То есть, В Норвегии или про что? Лондон, Париж. Вот. И в газетах писали, если так продлится еще 100 лет, то эти два города просто утонут в, сами понимаете, в чем. Подожди, пока ты не перешел дальше, я что-то вспомнил. И автомобили, Подожди, стояночка. Стою, жду. Я то же самое про Минск читал. То есть, да такая же беда. Сейчас, подожди, на камеру скажу. Если кто не знает, то в Минске нету говноперерабатывающего завода, вот. И... Ну, а как его назвать? Ну ладно, давай так. И по сути, все фекалии просто закапывают в землю, вот. Ну, не то, что закапывают, а просто наливают большую лужу говна. Вот, если очень грубо.
Их уже, по-моему, 3 или 5, вот, от 3 до 5, короче. И что? И суть в том, что там уже регион, в котором это вот, он просто уже практически на говне плавает. То есть такой пласт говна, и он очень глубокий. То есть, прикиньте, вот 2 миллиона жителей каждый день там куда-то ходят, да, по большому, по маленькому. И оно скапливается в одном месте в городе на протяжении, скажем, лет 5. Представляете? Что-то тут это... Не, ну именно вот так оно у нас работает. Оно не перерабатывается, оно туда складывается. Ну, И да, канализационная, там очень большие такие. Да, оно там типа что-то там профильтровывает, что-то там отбирает. Но суть в том, что у тебя по итогу копится много говна. Вот. И да, и технически там уже такая экология плохая, что в среднем, если посмотреть на экологию Минска, то как бы уже нужен был бы какой-то говноперерабатывающий завод, а оказалось, что такой завод стоит всего лишь $3 миллиона. Да, и ты думаешь, 2 миллиона жителей, $3 миллиона, казалось бы, $1,5 жителя, и бум! И тут ты вспоминаешь, что вроде бы каждый платит налоги, и $3 миллиона это вообще не деньги в таком случае. Но нет. Что думаешь по этому поводу? Хорош в телефоне сидеть, Ну, что там мне кажется, что... Инстаграм, Твиттер там. Янчелик. Ах ты мой. Мне кажется, что тут кто-то что-то переврал. Ну, возможно, я как Вот. понял, так и рассказал. Но не мусороперерабатывающий, а вот то, что ты говоришь. Фекалоперерабатывающий завод. Ну, ты понимаешь, что сама система работает чуть-чуть иначе. Как? Люди ходят в туалет и смывают Да, его. у тебя там все. Сейчас туда идет все. То есть это городская канализация, туда идет все. То есть туда идет из стиральной машины, из душа. То есть это всюду туда идет. То есть там чуть не так все просто. Очистные сооружения, понятно, то есть они есть. То есть это, наверное, переработка этого ила этого плохого, скажем так. Вот. Тоже у нас есть, по-моему, такие вещи. То есть никто, мне кажется, кто-то где-то что-то врет. Вот. Но не факт. То есть если тут такая проблема, ее не могут решить минские власти, даже республиканские власти за $3 миллиона, ну, Не, я думаю, им просто насрать. Вот. кто-то ну так они и срут. Ну вот это как бы и есть фекальная проблема всего человечества. Да. Ну, так, что люди срут. Я Вот. тебе расскажу. В свое Давай. время автомобили. Подожди, а я вот подумал, а прикинь, вот есть же города, где 30 миллионов жителей, типа Китай, прикинь, как они там вообще страдают. Там все. Возможно, подожди, у меня есть гениальная идея. Ты слышал, что китайцы там на Луну пытаются ракеты отправлять? Почему нет? А ты знаешь зачем? Нет. Говно свое вывозить. А почему нет? Удобрят, потом Удобрят. марсианин. Картошку будут растить на Луне. Вот. Так, смотри, я Смотрел. тебе расскажу. Давай. То есть, и в этих городах была катастрофическая, как называется, экологическая обстановка, да. То есть мы сейчас считаем, что конский навоз это экологически чисто, а у них его было настолько этого навоза экологически чистого много, что это была громадная проблема. Он успевал перерабатываться. Ну, в земле, я имею в виду. Вот. И выброс был прямо проблемой. И в то время, вдумайтесь, Подожди. Давай вот так попробуем. вдумайтесь еще раз. Вдумайтесь, в то время решение экологической проблемы с навозом это было двигатели внутреннего сгорания. Понимаете? То есть ушел объем, но стало хуже дышать. Ну, тогда и углем, кстати, топили, там все было на угле, поэтому... Подожди, они нормально тупо полили навоз? углем топили. А чтобы было меньше лошадей в городе, начали использовать машины, то есть начали их упорно использовать. Автобусы там на именно... А не знали, что про ДВС. СО2 там все такое? Слушай, они углем печки топили. Ты представляешь, этот смог? Я представляю. То есть было... Ты понимаешь, что Я ты думаю, там выбираешь... люди даже не загоревшие были, а закоптевшие Нормально таких. так оно и было. И вопрос, я тебе объясню, в чем. Если ты этим дышишь, еще и по говну, извини за выражение, ходишь, то ты сначала что убирать будешь?
Вот и я тебе о том же. Блин, мне недавно... То есть Подожди, давай я тоже расскажу. Автомобиль был решением экологического. Вот так, прям вот так, да, вот так. Оп. Мне недавно рассказывали историю про атомную станцию. Нашу? Да, но ты знаешь, что атомная станция, чтобы работать, нужна вода. Ну, Да, то есть, много воды. да, Целое потому озеро что воды. у тебя есть проблема, что ты не можешь отвести энергию, у тебя есть лишняя энергия, и тебе куда-то надо деть, и ты что делаешь? Правильно Охлаждаешь. кипятишь воду, вот. Да. Вот, греешь воду и как бы так рассеиваешь энергию. Так то же самое можно сделать историю про говно. Вот, грубо говоря, люди срут, представь, что они срут себе под ноги, вот. Но. И тебе, чтобы не Ну, по утонуть в факту своем... так оно и есть. Подожди, ну, чтобы тебе не утонуть в своем говне, тебе надо двигаться. И двигаться куда-нибудь подальше от того, куда ты срешь, вот. Ну, Вот такая вот история. ну, бывает и так. Ну. Продолжай. Но они же все идут в города. Понимаешь? Точка притяжения всех. Блин, главное, чтобы они ноги мыли. Ну, кто успел, тот успел. Это в теплой воде от атомной электростанции, да? Слушай, а ты помнишь про хоббитов? Вот. Ты думаешь, почему у них ноги волосатые? Думаешь, поэтому? Ну, да, удобрены. О, как. Ну, это мы далеко зашли. Было всего 2:30 ночи, но мальчиков уже клинило, да? О, это нормально. Не, кстати, вот давай вернемся вот к инновациям. Вот сейчас вот запишем свои мысли, вот не читая статью, а потом вот почитаем статью, и что там умные люди. Ну, я читал статью. Ты читал статью? Ну, блин, это мой журнал, я как бы полистал его немножко. Ну, и насколько я тебя знаю, ты читаешь даже не каждую книжку, которая твоя. Я по диагонали читаю обычно. Ну, А как-то построчно. я выборочно читаю. То есть, если меня что-то привлекло, я почитал. Если не привлекло, то пошел дальше. Не, ну это тоже же верно. Время-то никак не Ну резиновое. да, ты не можешь читать книжки от корки до корки, это неправильно. Не, ну я так делаю. Ну, old school, как говорится. Олдскульные методы чтения книжек. Ну так давай про тушу. Ну, Давай, ты не читал, ладно, я читал. не читал. Подожди, я сейчас еще телефон чуть дальше, чтобы так прикольнее было. Давай. Во, вот так, теперь типа ты мне рассказываешь. Вот так вот, окей. Ты упал, Егор? Улетел. Вот. И что, ну, как я думаю, да, то есть, если ты постоянно строишь свой бизнес на сплошных инновациях, Да. постоянно, то есть у тебя инновация на инновацию, инновации погоняет, то есть, во-первых, это очень дорого, Да. то есть твой продукт становится уже не конкурентоспособным, Почему? потому что он дорогой просто по своей сути. И в конечном итоге он уходит за пределы понимания, скажем так, твоего непосредственного потребителя. Знаешь, какое это было у Ильфа и Петрова? А зачем мне вечно... Так Москву моют. Да. Как помыть город? Уроки от профессионалов. Это Минск, братишка, это Минск. Маленький Минск. Это похоже на этот дворец спорта. Да. Это на Мухлю похоже. Маленький такой. Кстати, да, на дворец спорта похоже. Такой маленький-маленький. Да. Как он? Тектоник, да? Да. Уже Москву помыли. Видишь, как быстро Москву моют? Крутые пацаны.
красота природы. Лесочек. Вот на что похожа Москва. Да, смотрите, какие яркие машины, чуваки всякие.